Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. И в сегодняшнем видео я хотела бы рассказать, как сделать заливку хной и какие методы работы с хной бывают. Очень хочется структурировать и привести к общему знаменателю эту тему, так как на сегодняшний день существует очень много вариантов названия одних и тех же техник заливки, и поневоле начинаешь в них путаться. Я хочу в этом видео дать краткую информацию, которая поможет вам в окрашивании хной и выборе того самого метода заливки, который подходит именно вам. И хотела бы вас предупредить, что один и тот же метод заливки может иметь разные названия, отличные от моих. Также могут быть вариации методов нанесения, но я хочу рассказать именно об основных принципах. У меня уже есть видео о работе с хной, это видео как Brow Henna, советую его посмотреть. Там я рассказываю об основных принципах работы с хной, о подготовке кожи к процедуре и о том, как работать с разными типами кожи, так как в этом видео я не буду повторно останавливаться на этом. Также, я думаю, вам будет полезно видео о консистенции хны и как замешать рабочий раствор хны правильно. Ну что ж, не будем откладывать долгий ящик и перейдем к технике заливки хной. Первый вид — это классическая заливка. Это заливка по форме одним оттенком в консистенции соевого соуса в 1, 2, 3 слоя. Начало брови заливается в последнюю очередь, либо стушевывается сухой кистью с тела брови, либо стирается раньше и потушевывается ватной палочкой, кистью, щеточкой, с ремувером или мицеллярной водой. Стираем четкие границы. Данная методика подходит для начинающих бровистов, для тех, кто хочет окрашивать брови хной дома. Этот вид заливки также хорошо подойдет для бровей с равномерно растущими волосками, четкой верхней и нижней линией бровей, без явных пробелов. Второй вид заливки, он называется омбре, ее можно делать несколькими способами. Также она бывает горизонтальная и вертикальная. Это уже более сложная техника для продвинутых, так сказать. Позволяет получить более совершенный результат, окрашивать сложные брови, перещипанные, с пробелами. Также при помощи данной техники можно сделать акцент на определенную часть брови. Либо на тело брови, либо на хвостик и излом, либо на нижнюю линию. Еще при помощи акцента на часть брови можно скорректировать посадку глаз, визуально открыть взгляд. Подробнее про это можно посмотреть в моем видео о коррекции бровей. Итак, далее давайте разберем, какие бывают виды заливки омбре. Первый метод — это омбре консистенцией соевого соуса. Наносится он в несколько слоев. Это так называемый горизонтальный градиент. Первым слоем заполняем кончик брови. Вторым слоем заполняем телом брови до середины и кончик брови. Третий слой наносим на всю площадь брови, начало брови размываем, либо стушевываем сухой кистью на начало брови. Каждый слой обязательно просушиваем. Данный метод хорош для бровей, где слабо выражен кончик и излом, мало волосков. Если нижняя линия брови неровная, то первый слой можно начать с хвостика и нижней линии. Данным методом можно визуально скорректировать близко посаженные глаза и открыть взгляд, сделать лифтинг-эффект. Если нужно откорректировать широко посаженные глаза, то самая темная часть должна быть это тело брови. Также есть метод вертикального омбре, так называемый вертикальный градиент. Этот метод хорош для тех, у кого скопление волосков в верхней части брови, на теле брови, а нижняя линия неровная с пробелами, либо брови перещипанные по нижней линии. Берем плоскую кисть, смачиваем на 1/2 в растворе хны. Раствор консистенции соевого соуса, с кисти не должно течь. Можно выжать лишнюю влагу о стаканчик. Делаем первые 2-3 слоя по нижней линии. Окрашиваем зону, не доходя до густой части брови, для того, чтобы сильно не затемнить волос. Эти 2-3 слоя можно наносить с разным контуром, с каждым слоем поднимаясь к середине брови, либо делать эти слои в один контур, дублируя друг друга. Каждый слой обязательно просушиваем, а следующий слой наносим на предыдущий и захватываем кончик и излом брови просушиваем.
Следующий слой наносим на всю бровь, кроме начала брови. Не просушивая слой, вытираем кисть и тушуем с тела брови на начало брови раствор хны. Также хотела еще рассказать об одном методе выполнения заливки омбре. Она менее популярная, чем предыдущая по технологии наносения. Это будет тот же самый градиент вертикальный или горизонтальный, о которых я рассказывала ранее, но там мы работали одной консистенцией хны с соевым соусом. А в этом методе мы будем применяет разные консистенции раствора хны. Подробно о консистенции у меня уже есть отдельное видео. В данном методе можно брать 4 вида консистенции, можно брать 3, а можно и 2, в зависимости от того эффекта, который вы хотите получить. Насколько хотите насыщенный оттенок и насколько выраженный эффект градиента. Данный метод можно использовать как в вертикальной технике, так и в горизонтальной. Также данной техникой можно окрашивать сложные брови с татуажем, перещипанные, с пробелами в волосках и с шрамами. В соответствии с этими особенностями можно корректировать зону нанесения для удобства. Для удобства можно замешать самую густую консистенцию хны, а потом постепенно разбавлять ее водой. Также можно идти от жидкой консистенции к густой, но предварительно вам понадобится развести разные консистенции в отдельных емкостях. Первую консистенцию сметаны наносим на нижнюю и верхнюю линию брови, если нужно сделать разметку эскиза бровей этой консистенции. И можно ее нанести на те зоны, где не хватает волосков, явные пробелы, перещипанные зоны. Вторая консистенция йогурта наносим на ту зону, где будем делать акцент. Графичный эффект зависит от выбранной вами схемы вертикального либо горизонтального омбре. На перещипанные участки, там, где есть пробелы, мало растет волосков. Третья консистенция соевый соус наносим на тело брови, излом и кончик, кроме начала брови. Четвертая консистенция молока наносим на всю поверхность брови вместе с началом брови. Каждый слой обязательно просушиваем. Следующий метод здесь для создания эффекта омбре нам понадобится 2 оттенка хны. Из них мы будем делать 2 микса. Первый оттенок берем светлый, обычно это оттенки для блондинок. Второй оттенок берем графичный, сильно затемняющий волос. В первом миксе смешиваем светлый плюс темный оттенок в пропорции 90 к 10. Для второго микса смешиваем светлый плюс темный оттенок в пропорции 50 на 50. Для данного метода нужно хорошо понимать колористику оттенков хны и сделать 2 микса таким образом, чтобы у них была одна цветовая температура. Для этого можно добавить другие оттенки в микс, если это необходимо. Этот метод нам нужен, если эффект, который мы хотим получить, невозможно получить одним оттенком хны. Он хорош для шатенок или брюнеток, если волоски на брови расположены неравномерно, есть сгустки волосков на теле брови, а на кончике и на нижней линии растут неравномерно. В этом методе также можно применить технологию окрашивания по методу горизонтального либо вертикального омбре. Часть брови, где требуется максимальное затемнение, окрашиваю темным миксом 2-3 слоя. Начинаем нанесение с этих зон. А часть брови, где мы имеем сгустки волосков, заполняем светлым миксом в 1-2 слоя. Начало брови либо размываем, либо стягиваем сухой кистью невысохший раствор хны с тела брови, тушуем начало. Этот метод окрашивания хорош еще и тем, что после того, как хна смывается с кожи, эффект равномерного окрашивания остается. Последний вид окрашивания, о котором я хотела бы рассказать, это так называемое скелетное окрашивание. Вся суть этого окрашивания в том, что мы хотим легкое тонирование волосков и кожи на бровях без затемнения и четкий контур по периметру. Это может быть необходимо при окрашивании светлых типажей, либо если вы хотите деликатное окрашивание слегка с графикой по контурам. Данное окрашивание можно выполнить, взяв 2 консистенции хны, консистенцию молока и соевого соуса. Если хотите больше графики, то можно йогурта. Сначала наносим консистенцию соевого соуса по периметру в 1-2 слоя.
Затем наносим консистенцию молока в 1-2 слоя, все слои просушиваем. Есть еще другие методы заливки хной, но обычно это вариации тех методов, о которых я рассказывала вам ранее. Итак, на сегодня это все, что я хотела вам рассказать по этой теме. Пишите свои комментарии о своих любимых методах заливки. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем до новых встреч, всем пока-пока!